Друг, я тебя приветствую. Сегодня поговорим про NFT-игру WinGoal, про ее заработок, три разные стратегии со старта, сколько мы потратим на старте и сколько в итоге в конце мы можем получить. Обязательно смотри видео до конца и выбери лучшую стратегию для себя. Друзья, прежде чем мы начнем, хочу сказать огромное спасибо всем, кто меня поддерживает. Сегодня ровно год моему каналу. 1 декабря прошлого года я выпустил свое первое видео. Можете посмотреть его по подсказке. Это было с телефона. Вот. И сегодня уже год прошел. Огромное спасибо. И сейчас у нас есть обновление 29 числа. Выкатили WinGoal. Давайте, прежде чем я покажу стратегию, почитаем обновление, чтобы вы понимали, что к чему. Итак, у нас корректировка экономической модели, потому что много ребят жаловались, что доход маленький именно за 10 дней лояльности NFT. Сейчас сделали лояльность до 25-26 дней, то есть заработать действительно уже можно. Сейчас я этого с вами докажу. Разрабам хочу сказать спасибо, что они прислушались, потому что огромный список, лично я писал, также ребята с клуба 50, так называемого. Итак, давайте почитаем, собственно, что к чему. Первое, у нас увеличилась лояльность с 4 до 10 тысяч, то есть это жизнеспособность каждого NFT. Ожидается, что NFT с полной лояльностью продлится 25 дней до нуля, то есть 25 дней можно зарабатывать. В итоге получилось примерно 26 дней, 25,8. Например, если у одного из ваших NFT сейчас 2800, после обновления станет 2800 плюс 6000. Второе, у нас больше вариантов пополнения лояльности. Вы можете выбрать пополнение на 20, 40, 60, 80 и 100%. Тем самым админы сделали игрокам больше доступности, то есть как мелкие инвесторы могут пополнить там на 20-40, в зависимости от того, сколько они заработали, так и крупные сразу на 100. Чем больше вы пополняете, тем больше скидок получаете. Соответственно, если вы пополните на 100%, у вас скидка будет 15%, если на 80, 10 и так далее. Третье, это в связи с корректировкой расход восполнения лояльности при развитии тоже будет увеличен. В настоящее время вам нужно только монеты Vcoin, WinGoal Cash, чтобы пополнить лояльность, так называемые зеленые монеты. Но уже в декабре в этом месяце будет обновление, где нужно будет и WinGoal Cash, и токен VT. К токенам мы еще перейдем. Четвертое, это уменьшилось ежедневное производство WinGoal монет, то есть нам начисляют меньше этих монет, но и уменьшается потребление WinGoal монет для прокачки до 30 уровня. И увеличивается потребление после 30-го. То есть все делаю для того, чтобы начальные игроки зашли и им было более комфортно понять всю механику и концепцию данной игры, потому что многие не понимают. Именно для этого я сделал это видео. И другие обновления. Прогнозы на чемпионате сразу на маркетплейсе. Уменьшается количество нарушений в розыгрыше лотерейного кубка, то есть немножко подкорректировали. Система идола будет синхронизирована с данными опта. Что такое система идола? К примеру, если на чемпионате мира Месси хорошо себя показывает, соответственно, у каждого NFT в игре есть свой идол. Если этот идол Месси у определенного NFT, то у него характеристики у NFT-шки повышаются. Вот. Каждый раз на восстановление выносливости уменьшается 10 VT. Итак, давайте перейдем, соответственно, к стратегиям. Здесь очень много всего. Я буду выделять и вам подробно рассказывать, чтобы вы понимали. Итак, самая первая стратегия – это мы покупаем зеленую команду из 11 участников, 11 NFT. То есть самый минимальный бюджет, чтобы заработать. Конечно, минимальный можно и с 4-5 NFT-шками играть, но я беру полную команду 11 NFT. В первые 2 дня мы прокачиваем по каждой стратегии до 20 уровня. То есть это вполне реально за 2 дня прокачать всех до 20 уровня. То есть я беру стратегию, где можно максимально продуктивно получить в конце, когда 0 лояльности, свои средства. То есть нам нужно сразу купить 11 NFT и прокачать их за пару дней, то есть максимально потратив время и какие-то средства, чтобы получать в последующие дни больше дохода. Итак, у нас имеется за 2 дня 20 уровень. Опять же, некоторые предметы вы можете не покупать, но они ускорят вашу игру, соответственно, в последующем, если в дальность смотреть, у вас будет больше прибыли. Итак, первый предмет, который рекомендую купить с самого старта, это VIP-билет 2 уровня, где мы можем пропускать голы, плюс нам начисляются плюшки и так далее. Это расход 30 МЛС. Дальше у нас идет команда 10 плюс 1.
Возможно, на момент записи видео одна зеленая NFT уже не начисляется. Вам нужно будет купить 11 NFT. Но я с расчета именно по сегодняшний момент команда 10 NFT плюс 1 за регистрацию. То есть мы тратим 990 VT. После этого нам нужно улучшить тренажеры. Вот по тренажерам, если вы можете потратить время и улучшать игроков на 4 тренажерах, либо купить сразу все тренажеры, чтобы не тратить свое время и, соответственно, потратить 20 VT плюс 30 MLS. Опять же, я беру по своей стратегии, как делать вам, решать вам. То есть огромной разницы тут не будет. Покупка Wingol Cash Coin. Что это такое и для чего нужно? Данная покупка 200 тысяч монет нам нужна для улучшения на тренажерах. Покупка билетов на тренажер, потому что сразу у вас не будет билетов, но опять же в течение 2 дней вы можете купить не 200 билетов, а 100 билетов, и в течение матча, выигрывая, вы получаете эти билеты, то есть в лиге и в ранге, если не ошибаюсь. Далее, прорыв до 20 уровня, то есть когда мы улучшаем определенного игрока, то есть 10, 15, 20 уровень, нам нужно делать прорыв этого игрока, то есть с 10 делаем прорыв, чтобы можно было увеличить до 15, с 15 делаем прорыв и на 20 тоже делаем прорыв, это включительно, это 66 VT. И улучшаем клуб до 10 уровня, потому что клуб нам фармит Wingol Cash, плюс фармит нам различные подарки от наших фанатов, которые мы меняем на витишки. То есть в будущем, в дальнейшем это только окупится. Я это беру по своей стратегии. Итак, общий расход у нас составил 1476 VT плюс 178 MLS. Это по зеленой команде. Если вы хотите грамотно войти, вот такую сумму с учетом именно сегодняшнего курса вы должны занести. По курсу мы сейчас поговорим. Если говорить про доллары, это 330 баксов. 330 долларов это идеальный вход. Лоу банка можно и на 150 зайти. Просто у вас будет чуть меньше продуктивность. Вот, у нас имеется лояльность, это 10 тысяч у каждого NFT. Расход лояльности 373 единицы в день. Жизнеспособность 25, но я 26 посчитал, потому что 25 там с копейками. И, соответственно, сила команды у нас, я посмотрел, примерно у меня была 6800, вот здесь вот картиночка. Итак, мы потратили 330 долларов, у нас имеется 26 дней. Что мы можем сделать? Как только мы раскачали до 20 уровня наших игроков, сделали прорыв всех игроков, и у нас есть рейтинг. Это рейтинг в лиге, в турнире и в ранге. В лиге мы доходим максимум до Кубка Чемпионов, это плюс 12% к прибыли от спонсора. В турнире получаем топ 7000, то есть 6 с копейками, 6800, у меня там было 6500. В ранге получаем местную звезду плюс 18 от клуба. Это, конечно же, с учетом бафов. То есть можно взять баф в столовой, там плюс какие-то проценты дается. Помимо этого баф за выигрышную команду в реальной жизни 5% и так далее. То есть с учета бафов вполне реально можно вот этого добиться. Теперь считаем доход. Доход у нас 80,5 токенов VT и 0,66 SVT в сутки. И плюс того, после того, как мы в карточнице открыли NFT, нам дали 100 тысяч VC за 11 NFT. Это наш доход, не считая кубок и другие награды. То есть кубок, также вы можете поучаствовать в кубке, там рандомно, я не стал это считать. Общий доход составил 2093 VT плюс 17.1 SVT. Это мы берем за 26 дней. То есть если мы берем по сумме, это 458 долларов. Это без раскачки дополнительной. То есть вы зашли до 20 уровня, прокачали и все 26 дней дальше не качали игроков. Хотя кто так будет делать? Понятно, будет качать. Это без прокачки. То есть с учетом прокачки более 500 баксов это просто свободно. Но данный NFT продать нельзя, потому что это не считается NFT, просто игровая такая валюта. И чистая прибыль от вложения у вас составляет 128 долларов, когда у вас 0 лояльности. То есть это 39% профита сверху. То есть вы тратите 330, зарабатываете 458 либо 500 там, но скорее всего больше это будет. Но с учетом курса, если курс будет держаться. И 128 баксов у вас на выходе. Если мы берем по курсу, курс VT на момент записи 0.2, вот вчера 0.19 было, плюс-минус его будет поддерживать. Курс SVT 2.4, сейчас я уже смотрел 2.45, то есть SVT растет, и курс MLS 0.2.
То есть закрепились. Зеленая команда за 2 дня 20 уровень. Чистая прибыль от вложений примерно $130. Может больше, может меньше, в зависимости от курса. Теперь будет чем дальше, тем интереснее. Итак, смотрим. Синяя команда. Что она из себя представляет? Итак, по предметам примерно плюс-минус одинаковые условия у всех стратегий. VIP-2 билет, тренажеры, покупка билетов, прорыв до 20 уровня также, клуб 10 уровня. То есть я делал все наравне, чтобы вы понимали, сколько будет профита. И покупка Вингол Кэш на 50 тысяч, всего 50 VT, потому что нам дают 220 тысяч монет уже на покупке синей команды. У нас имеется синяя команда. Эту стратегию я делал не с рынка, то есть я покупал команду не с рынка, да, потому что там цена разная. И нельзя найти 11 NFT по одной цене. По-любому лояльность где-то меньше, где-то больше. Поэтому мы покупаем с карточницы. Там у нас 100% лояльность и цена одинаковая за каждый NFT. Команда из 11 NFT у нас выходит 1980 VT плюс 88 SVT. В итоге общий расход составил... Давайте вот так сделаем. Общий расход составил 2316 плюс 178 и 88 SVT. Это $685. Это средний такой сегмент, $685. Но тут я беру синюю команду, но в карточнице есть шанс поймать как фиолетового игрока, как зачастую бывает. То есть из 11 NFT один падает фиолетовый, либо вообще легендарную попасть. Но мы берем только синюю команду. Итак, лояльность, все это одинаково, только сила команды. Достигнув 20 уровня за пару дней, у нас 8350. Переходим к интересному рейтингу у нас. Pro Liga плюс 18 от спонсора. В топ 5000 заходим, то есть это выше 5000, 4500. И ранг у нас известность 2, 25% от клуба, опять же с учетом бафа. Доход в сутки, что нам нужно? 170 VT плюс 0.79 SVT. И на старте получаем 220 тысяч Вингол кэша. Общий доход составил $933. С учетом развития по-любому будет. Это я просто не говорю о том, что вы дальше повышаете, потому что у вас по-любому будет, вы будете играть, у вас появляется Вингол кэш, вы опять тренируете. Вы получаете $933, либо $1000 с учетом развития, да больше, наверное, 1000. Вот, за 26 дней по-любому вы раскрутите команду. Чистая прибыль от вложений у нас выходит 60%. Плюс у вас есть продажа NFT, то есть когда у вас 0 лояльности, если вы не хотите больше играть, понимаете, что курс падает, продаете NFT. Примерно я ориентируюсь по пикастерам по прошлой их игре. 0 жизнеспособности, это примерно $15. То есть за $15 NFT можно продать, может даже больше. Это плюс $165. Соответственно, чистая прибыль у нас выходит 1098 минус 685. $413 у нас выходит за 25-26 дней. Это 60% прибыли. Это нормально. Кто вам обещает 200-300%, игра соскамится буквально там за 2 недели. Поэтому 60% это реально круто. Это что касается синей команды. Давайте перейдем к фиолетовой. Друзья, конечно, можно еще и золотую, красную команду, но мы это не будем улучшать. Просто я хочу вам показать концепцию, что с каждым последующим все выгоднее продавать. Итак, фиолетовая команда, также 20 левел за 2 дня. У нас предмет то же самое, покупка VIP-2, команда 22 NFT, сейчас объясню, тренажеры, покупка билетов, прорыв до 20 уровня, клуб 10. Вот, и это все, что у нас было. Здесь Вингол кэш мы не покупаем, потому что нам 440 тысяч этих монет дают за покупку 22 NFT. Почему 22? Ну, во-первых, у нас в карточнице не имеются сразу фиолетовых, то есть мы можем купить синие, и если есть шанс, выпадет фиолетовый. Вот, я беру опять же из расчета, что все синие. Команда, мы покупаем 22 NFT для эволюции. 11 у нас в основную команду и 11 у нас как предмет, который мы используем для улучшения. То есть это эволюция со 100% лояльностью. У нас выходит 22 SVT. Команда у нас выходит вот по такой вот сумме. Можете посмотреть. И, соответственно, общий расход у нас составил примерно, это для крупных банков, чтобы сразу с нуля зайти, на $1359. Сила команды 10350. Это без бафов, просто когда мы все улучшили. У вас сразу в глаза бросится, что здесь сразу 57%, значит уже невыгодно. Сейчас я объясню, почему чем дальше вы развиваетесь, тем выгоднее. У нас есть рейтинг.
Рейтинг у нас Лига городская, плюс 30 спонсор, турнир топ-3000, ранг 30% от клуба. Доход в сутки у нас составляет 322 VT, 1.84 SVT. Соответственно, за 26 дней мы получаем 1790 долларов, более 2000 баксов с учетом развития, это вполне логично. Плюс NFT мы продаем, когда у нас 0 лояльности, по 30 долларов. Скорее всего, это будет больше. Чистая прибыль 761 доллар. И тут многие спросят, почему это выгоднее. Ну, во-первых, чем выше вы поднимаетесь, тем больше шансов у вас поиграть в кубок. Кубок на данный момент это самый крутой заработок. Соответственно, на зеленой и синей команде вы ничего не сможете сделать. Когда у вас фиолетовая либо золотая, там уже больше шансов выиграть, потому что там вы выигрываете VT. Вы сразу можете выиграть 300-400 VT. Соответственно, посчитайте, сколько это будет. Это я сюда не включаю, как и обещал, что я включать не буду. Понятное дело, там уже будет не 57%, там 100%, 150%, в зависимости от того, сколько раз вы выиграли и как далеко вы прошли. Золотую команду я не буду считать, там еще больше. Поэтому какую именно стратегию вам выбирать, вы решаете сами. Но факт налицо, что чем дальше вы идете, тем больше вы заработаете. Потому что наша главная цель это заработать максимально продуктивно за определенный промежуток времени. Потому что рано или поздно токен цена упадет, никто играть не будет, это факт. И вот за эти месяц, два, три нам нужно раскачаться, понять в какой момент остановиться, чтобы в кубке выигрывать, чтобы и рейтинг неплохо приносил. А также тут еще по стратегии нужно понимать, я дальше запишу, стоит ли обновлять энергию, либо выходить с игры. Это уже будет видео дальше. Помимо этого, друзья, 5 декабря в официальном канале Дискорда, в официальном канале игры, вот, будет АМА-сессия, меня пригласили, я буду рассказывать именно про эту стратегию, вообще несколько советов дам. Будет в 16:00 по Москве, если не ошибаюсь, если ничего не изменят. Поэтому приходите, ставьте лайки. Еще раз спасибо всем, кто меня поддерживает. А сегодня ровно год, и я очень рад, что мы вместе с вами. Всем пока, друзья.